Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы мира и добра вам». Сегодня у нас очередной агрогороскоп, хотя начался июнь месяц, но мы продолжаем еще по вашим заявкам последующие гороскопы. И сегодня посвящен такой важный агрогороскоп для обработок растений, абсолютно всех растений, против вредителей и болезней. На июнь месяц 2022 года время киевское. Ну вот начало месяца выпадает на время нахождения Луны, растущая Луна в знаке стихии воды. Это знак Рак. Поэтому в это время используем для обработок, то есть защищая наши растения в саду, в огороде от вредителей, от болезней, используем биопрепараты, настои трав, а также можно использовать аптечные препараты. Есть разные препараты, которые используются, в том числе и перекись водорода, и нашатырный спирт. Далее хороший такой период только для биопрепаратов, настоев трав. Это Луна находится в знаке огня. Стихия огня очень опасное время для растений. Это Лев 4 и 5 во Льве. Не используем ни соду, то есть настои соды делают, золы, различные растворы, а также химические фунгициды нельзя использовать. Очень они воздействуют губительно на растения, угнетающие, я бы сказала. Поэтому смотрите, у нас 4-5 только биопрепараты и настои трав. Зато вот в последующие трое суток, почти до вечера, до 18:24 8 июня, 6, 7, 8 июня рано утром можно использовать абсолютно любые препараты. В знаке Дева используйте то, что вам доступно и что вы можете. Здесь никаких ограничений нету. Идем дальше. 9 и 10 это знак Весы, стихия воздуха. Растения в это время заняты дыханием. Поэтому используем только биопрепараты, настои трав, а вот аптечные препараты, пожалуйста, не используйте, а также химические фунгициды, растворы соды и золы. Они опасны в это время для клеточек растений. В знаке Скорпион Луна будет находиться 11 и 12 июня. А это знак стихии воды, поэтому очень губительны для них химические фунгициды, я имею в виду для растений губительные, также еще и зола, и сода. А вот остальные препараты, я имею в виду биопрепараты, настои трав и даже аптечные препараты можно использовать, в том числе аптечные, напоминают перекись водорода и нашатырный спирт. Очень многие пользуются им, и они в эти дни тоже принесут пользу нашим растениям. И снова знак стихии огня, Стрелец. Это время, когда Луна будет находиться 13 и 14 в этом огненном знаке. Поэтому ни в коем случае никаких химических фунгицидов, золы, соды и всяких, и даже в это время нельзя использовать аптечные препараты. Зато хорошо работают биопрепараты и настои различных трав. Все органика. Но затем наступает снова же длительный такой период, очень хороший, длительный целых 2 суток. Это знак Козерог. Любые препараты используйте в этот период. И несмотря на то, что в это время у нас и еще сожженный путь полнолуния, все равно вот в Козероге очень хорошо использовать любые препараты. Но мы придерживаемся того, что нужно использовать органику, биопрепараты. Поэтому для тех, кто не имеет такой возможности, используйте вот 15-16 любые препараты для защиты ваших растений от вредителей и от болезней. Идем дальше. 17 и 18. Это знак стихии воздуха, Водолей. А значит, в это время используем биопрепараты и настои трав.
В знаке рыбы можно использовать, вот у нас дальше в знаке рыбы будет находиться луна 19 и 20 июня. Здесь биопрепараты, настои трав и аптечные препараты можно использовать для защиты растений. И снова знак стихии огня. Смотрите, это у нас время будет 21, 22 и 23 до обеда. Только биопрепараты и только настои трав. Все остальное очень опасно для растений. И снова период очень хороший. Смотрите, как удачно. 22 к вечеру, обычно мы вечером обработками занимаемся. Так вот, вечером можно обрабатывать 23, 24 и 25, когда Луна будет находиться в знаке Телец. Здесь используются любые препараты. В знаке Близнецы 26, 27, ну 28 это у нас уже вечер. Вечер будет в другом знаке, поэтому 26, 27 используем биопрепараты и настои трав. И завершится месяц в знаке стихии воды, в знаке Рак. Вечером 28, а также 29 и 30 используем биопрепараты, настои трав и аптечные препараты. Не используем химические фунгициды, соду, растворы соды и золы. Ну а теперь время для того, чтобы сканировать. Вот так я сейчас вот полностью весь месяц. Можете себе сделать заметочки для того, чтобы запланировать заранее защитные мероприятия от вредителей и болезней, которые в июне месяце очень активно развиваются, но мы проводим всегда профилактические обработки для того, чтобы не дать возможности уничтожить наш урожай, наши растения вот этим ордом вредителей и болезней. Раиса Греченко и Александр Волик подготовили очередное видео для вас. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска. И желаем вам хорошей погоды, чистых ваших садов, грядок от различных вредителей, здоровых растений и хорошего урожая всем вам. Прощаемся, пока-пока!